Одна копейка, которая делает вас нищим. Привычка, крадущая ваше богатство, пока вы спите, еврейская мудрость. Шалом, дорогие мои, здравствуйте. Сядьте поудобнее, давайте поговорим. Не как лектор и студент, нет, а как два старых друга. Как будто мы сидим на маленькой кухне, пахнет цикорием и свежим хлебом, а за окном идет дождь, и нам некуда спешить. Скажите мне честно, только себе, не мне. Бывало у вас такое? Работаешь, крутишься, как белка в колесе. Не позволяешь себе лишнего, считаешь каждую копейку, как говорят. А потом раз. Конец месяца, ты открываешь кошелек, а там ветер гуляет. И в голове один единственный вопрос, горький как редька. Куда? Куда все ушло? Ты вроде бы не покупал себе заводов, пароходов, не ссорил деньгами направо и налево. Но их нет. Они просто испарились. Так вот, сегодня я открою вам один секрет. Секрет, который может вас шокировать, а может даже разозлить. Вашу финансовую судьбу, ваше богатство или вашу бедность решает не то, сколько вы зарабатываете. Не рубль, не 100 рублей и даже не миллион. Вашу судьбу, мой друг, решает одна единственная копейка. Да, вы не ослышались. Та самая маленькая презренная монетка, на которую вы не обращаете внимания, когда она падает на пол. Та, которую вы брезгливо сгребаете в карман со сдачей. Та, что лежит забытая в старой куртке. Вот эта копейка и есть корень либо вашего будущего богатства, либо вашей вечной нищеты. И пока вы этого не поймете, вы будете работать всю жизнь и удивляться, почему деньги обходят ваш дом стороной. Вы думаете, я всегда был таким умным? О, если бы! Я бы сэкономил себе лет 20 тяжелого, унизительного труда и бессонных ночей. Я хорошо помню, что такое бедность. Я помню ее на вкус, на запах, на ощупь. Это вкус водянистого супа без мяса. Это запах сырости в углах и старой, застиранной одежды. Это холод линолеума под босыми ногами по утрам, потому что на тапочки тоже не всегда были деньги. Я родился в простой семье. Мой отец был сапожником, а мама... Мама была просто мамой. А это самая тяжелая работа на свете. У нее было 7 детей и один муж-мечтатель. Отец был золотым человеком с золотыми руками, но совершенно без головы для денег. Он мог починить любую пару обуви, но не мог починить дыру в нашем семейном бюджете. Я начал работать, когда мне еще и 13 не было. Таскал ящики на рынке, мыл полы в лавке, бегал с поручениями. Я видел, как тяжело дается каждая копейка. Мои руки в юности были похожи на руки старика. В мозолях, в цыпках от ледяной воды. И я зарабатывал, поймите меня правильно. Я не был лентяем. Я крутился как мог. К 20 годам я уже работал в небольшой мастерской. К 25 открыл свою. Я работал по 14, по 16 часов в сутки. Я думал, что формула богатства проста. Больше работаешь, больше получаешь. Какой же я был наивный дурак. Деньги приходили, но они не оставались. Они проходили через мой дом, через мои руки, как вода сквозь решето. Я покупал новое оборудование, оно ломалось. Я нанимал помощника, он оказывался вором. Я пытался отложить. И тут же заболевала мама, или у сестры протекала крыша, или нужно было срочно отдать какой-то старый долг. Мне казалось, что надо мной висит какой-то злой рок. Какое-то проклятие бедности. Я видел, как другие, которые, казалось, работали меньше меня, покупали дома, учили детей в хороших школах, ездили отдыхать. А я все так же топтался на месте, в своем бесконечном колесе. Я зарабатывал на жизнь, но я не жил. Я выживал. И вот однажды, доведенный до отчаяния, я пошел к одному старику. Его звали Реб Мендель. Он держал крошечную лавочку, где чинил часы. Вся его лавка была меньше моей кухни. Она вся была заставлена старыми часами, и в ней стоял удивительный запах. Смесь машинного масла, старого дерева и чего-то еще неуловимого. Мудрости, наверное. Реб Мендель был стар, как сам мир. Его пальцы, скрюченные артритом, двигались над крошечными механизмами с такой точностью, какой позавидовал бы лучший хирург. Я пришел к нему и, можно сказать, вывалил на него всю свою боль. «Реберн», — сказал я не понимаю, что я делаю не так. Я работаю от зари до зари. Я честен. Я не пью, не играю в карты. Но я беден. Почему Всевышний так несправедлив ко мне? В чем секрет этих людей, у которых деньги липнут к рукам?
Реп Мендель долго молчал, не отрываясь от своего механизма. Тикание десятков часов в его лавке звучало, как биение сердца времени. Потом он медленно поднял на меня свои выцветшие, но удивительно ясные глаза. Он ничего не сказал. Он просто указал своим морщинистым пальцем на пол, в темный угол у входа. Я посмотрел туда и увидел маленькую тусклую медную монетку, затоптанную в грязь. Копейку. «Вот», — сказал он тихо, — «в этом весь твой секрет и твое проклятие». Я, признаться, разозлился. Я пришел к нему с криком души. Я искал мудрости веков, а он мне показывает на копейку в грязи. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, может быть, слишком резко. «Это какая-то шутка?» «Шутка — это твоя жизнь», — ответил он также тихо, но его слова ударили меня как плеть. «Ты пришел ко мне за секретом богатства, а сам каждый день проходишь мимо него и втаптываешь его в грязь. Ты не уважаешь малое. Как же ты можешь надеяться, что небеса доверят тебе большое? Ты просишь у Бога сад, но не хочешь нагнуться, чтобы поднять одно единственное зернышко. Уходи и не приходи, пока не поймешь». Я ушел от него, как оплеванный. Я был в ярости. Старый маразматик, думал я. Что он понимает? Но его слова, как заноза, засели у меня в голове. «Ты не уважаешь малое». Я шел домой и впервые в жизни начал смотреть под ноги. Я видел окурки, бумажки, пыль. И вдруг я увидел ее. Еще одну монетку. Лежит у бордюра. Тысячи людей прошли мимо. И я проходил мимо тысячи раз. Но в этот раз я остановился. Сердце почему-то забилось. Я огляделся, мне было стыдно, но я нагнулся и поднял ее. В тот момент я еще ничего не понял. Но это был первый шаг. Весь вечер я сидел и смотрел на эти 2 копейки. Ту, что я поднял в лавке у Менделя, и ту, что нашел на улице. И слова старика крутились и крутились у меня в голове. «Ты не уважаешь малое». И тут меня начало прошибать. Как будто в темной комнате медленно, очень медленно, начал появляться свет. Дело ведь было не в самой монете. Копейка — это была просто метафора, символ. Секрет, который открыл мне Реп Мендель, был в привычке к маленьким пренебрежениям. Нищета — это не отсутствие денег. Это болезнь мышления. Это сумма тысяч маленьких, и так сойдет. Потом. Это мелочь. Неважно. Богатство, в свою очередь, это небольшие заработки. Это дисциплина уважения к малому. Я понял, что моя бедность — это как огромная полноводная река, утекающая в песок через миллионы крошечных невидимых дырочек. И каждая дырочка — это та самая копейка, которую я презирал. Позвольте, я объясню вам, что это за копейки, которые крадут вашу жизнь, пока вы работаете им и надеетесь на чудо. Первая копейка — это финансовые протечки. Это самое очевидное. Это тот самый кофе по дороге на работу, который, кажется, стоит копейки. Это подписка на сервис, которым вы не пользуетесь уже полгода. Это покупка продуктов в дорогом магазине у дома, потому что лень пройти 100 метров до рынка. Это сигарета, выкуренная от нервов. Каждая такая трата — это копейка, которую вы бросили в грязь. Ну что такое 100 рублей? Говорите вы себе. А 100 рублей в день, да это 3000 в месяц. А 3000 в месяц — это 36 тысяч в год. А за 10 лет это 360 тысяч. Это уже не копейка, правда? Это уже подержанная машина. Или первый взнос на квартиру. Или возможность дать ребенку хорошее образование. Вы думаете, что ваша финансовая судьба решается, когда вы берете кредит на машину или ипотеку? Нет. Она решается в тот момент, когда вы лениво машете рукой и покупаете бутылку воды втридорого, вместо того, чтобы взять ее из дома. В этот самый момент вы говорите Вселенной: «Мне плевать на малое». И Вселенная отвечает: «Хорошо, тогда ты не получишь и большого». Вторая копейка, и она куда важнее первой, это ваше время. О, как же мы не уважаем наше время. Мы разбрасываемся им, как пьяный купец деньгами. 15 минут. Просто полистать ленту в телефоне. Час на просмотр глупого сериала, который вы завтра же забудете. 2 часа пустой болтовни с соседом о политике, которую вы все равно не измените. Каждая бесцельно потраченная минута — это та самая копейка, которую вы втаптываете в грязь. Вы думаете: ну что такое полчаса? Я отдохну. Но из этих получасов складываются годы.
Годы, за которые вы могли бы освоить новую профессию, выучить иностранный язык, прочитать книги, которые изменили бы ваше мышление, начать свой маленький бизнес, провести время с детьми в конце концов. Старая еврейская пословица гласит: «Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил». А я добавлю: и два глаза, чтобы смотреть, куда уходит твое время. Время нам — это единственный ресурс, который невозможно вернуть. Потерянные деньги можно заработать снова. Потерянное время ушло навсегда. И не уважать свое время — это самая страшная форма бедности. Третья копейка — это обещание самому себе. Это, пожалуй, самое коварное. С понедельника начну бегать. Завтра брошу курить. Начну учить английский, как только будет время. Разберу, наконец, этот хлам на балконе. Каждое такое невыполненное обещание — это копейка вашего самоуважения, которую вы бросаете в мусорное ведро. Сначала это кажется мелочью, но раз за разом, не выполняя обещанного самому себе, вы приучаете свой мозг к тому, что ваше слово ничего не стоит. Ваше намерение — пустой звук. И когда приходит время для действительно большого, важного решения — начать свой бизнес, сменить ненавистную работу, переехать в другой город — у вас просто нет сил, у вас нет веры в себя. Потому что эта вера была разменена по копейке на тысячи маленьких невыполненных завтра и потом. Человек, который не держит слова данного себе, никогда не сможет построить ничего великого. Его фундамент — труха из нарушенных обещаний. И четвертая копейка — это маленькие возможности. Жизнь постоянно подбрасывает нам шансы. Небольшие, незаметные. Познакомиться с нужным человеком на конференции. Прочитать статью, которая натолкнет на гениальную идею. Помочь кому-то, и этот человек через годы поможет вам. Увидеть маленькую нишу на рынке, куда еще никто не зашел. Это все те самые копейки, которые валяются у нас под ногами. Но мы проходим мимо. Мы ждем, что нам на голову свалится мешок с миллионом долларов. Мы ищем большой шанс, великую возможность, судьбоносную встречу. А богатство, настоящее, прочное богатство, строится не из одного большого рывка. Оно кропотливо собирается из сотен и тысяч маленьких, вовремя поднятых копеек. Когда я все это осознал, мир для меня перевернулся. Я вернулся в свою мастерскую и впервые за много лет посмотрел на нее другими глазами. Я увидел разбросанные инструменты. Я увидел пыль на полках. Я увидел криво висящий календарь. И я понял, все это символы моего неуважения к малому. Мой бизнес был отражением моего мышления. И я начал с малого. Я поднял ту копейку, я навел идеальный порядок в мастерской. Я начал записывать каждый, абсолютно каждый расход, до последней копейки. Я перестал опаздывать на встречи даже на 5 минут, потому что это было неуважением к чужому и своему времени. Я перестал давать себе пустые обещания. Если я говорил себе: «Сегодня я сделаю 10 пар обуви», я умирал, но делал 10, а не 9,5. И знаете, что произошло? Чудо, но не то, которого ждут лентяи. Не выигрыш в лотерею. Просто все начало меняться. Медленно, но неотвратимо. Клиенты, заходя в мою чистую, опрятную мастерскую, стали проникаться ко мне большим доверием. Они видели, что человек, который так уважает свое рабочее место, будет уважать и их заказ. Они стали приводить своих друзей. Когда я начал считать каждую копейку, я с ужасом увидел, сколько денег я просто выбрасывал на ветер. За полгода я, не уменьшая качество, сократил расходы на 20%. Это были огромные деньги для меня тогда. Когда я перестал тратить время впустую, у меня освободилось 2 часа в день. За эти 2 часа я изучил новые технологии обработки кожи. Я стал делать обувь, которую в нашем городе не делал никто. И я смог поднять цены. Потому что я начал уважать малое, ко мне начало приходить большое. Это закон. Он прост, как тиканье часов в лавке реп Менделя, и также неумолим. Так что же, дорогие мои, подведем итог. Что же это за 1 копейка, которая делает человека нищим? Это не монета. Это привычка к пренебрежению. Это мышление «и так сойдет». Бедность — это не состояние кошелька. Это состояние ума. И пока вы не измените свой ум, вы можете хоть трижды выиграть в лотерею, вы все равно все потеряете. Потому что ваш ум, ваше мышление настроено на слив, на потерю
на пренебрежение. Поэтому я прошу вас не ради меня, ради себя и будущего ваших детей. Начните прямо сегодня. Не ждите понедельника, Нового года или знака свыше. Знак уже дан. Проведите аудит своих копеек. Возьмите блокнот и в течение одной недели записывайте абсолютно все свои траты. Каждую чашку кофе, каждую пачку сигарет, каждую поездку на такси там, где можно было пройти пешком. Вы будете в ужасе от того, куда утекает ваша жизнь. Начните уважать свое время. Установите себе правила. Ни одного дня без маленького шага к своей цели. Прочитать 10 страниц полезной книги. Посмотреть 15-минутный образовательный ролик. Сделать один звонок, который вы давно откладывали. Не ложитесь спать, пока не инвестируете хотя бы 1 копейку времени в свое будущее. Дайте себе одно маленькое обещание и выполните его. Не надо сразу бросать курить, если вы курили 20 лет. Пообещайте себе сегодня выкурить на 1 сигарету меньше. И сделайте это завтра еще на 1. Начните с малого, чтобы восстановить веру в собственное слово. Поймите, никто не придет и не сделает вас богатым. Ни правительство, ни начальник, ни удача. Ваше богатство или ваша бедность– это результат ваших ежедневных, ежечасных, ежеминутных решений по поводу каждой копейки, денег, времени, энергии, возможностей. Перестаньте ждать большого корабля с сокровищами. Начните собирать свой собственный клад, копейка за копейкой. И тогда, я вам обещаю, вы построите такую крепость, которую не разрушит ни один кризис. Если эти слова нашли отклик в вашей душе, если вы почувствовали эту простую, но глубокую правду, то сделайте еще один маленький шаг. Подпишитесь на этот канал, потому что это только начало нашего разговора. В следующий раз я расскажу вам, почему бедняки работают до 7-го пота, а богатые становятся еще богаче, казалось бы, не делая ничего. И это тоже не магия. Это мудрость, проверенная веками. Пусть в вашем доме всегда будет достаток. В сердце мир, а в голове мудрость.